Весной этого года ведущий журнал Time вышел с громким заголовком «Возвращение истории». Этот заголовок – прямой ответ на изданную 30 лет назад книгу американского философа Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». Скорее всего, вы о ней как минимум слышали. В своей книге Фукуяма сделал смелое предположение, мол, с завершением Холодной войны и развалом Восточного блока история на огромной части нашей планеты закончилась. И в Северной Америке, и по всей Европе, и в значительной части Азии установились демократические политические системы. А либеральные демократии, по мнению Фукуямы, не станут воевать друг с другом. Им это попросту незачем. Значит, та история, которую читаешь словно приключенческий блокбастер, отныне завершена. Хэппи-энд. Как минимум в Старом Свете уже никто не будет творить историю. Все займутся обустройством собственной жизни, развитием экономических и культурных связей, регулярными избирательными кампаниями и прочими нужными, но скучными вещами. Про такое в будущих учебниках истории интересно не напишешь. Но 24 февраля Владимир Путин все фукуямовские концепции намотал на гусеницы российских танков. История вернулась на европейский континент, а заодно, внезапно, случился всплеск массового интереса к философии и историософии. Еще год назад невозможно было себе представить, чтобы интервью с профессиональным философом Григорием Юдиным набрало на Ютубе более 5 миллионов просмотров. А сейчас это реальность. Как верно заметил автор самого популярного комментария под видео, никогда не думал, что философ в современном мире – это нужная профессия. Сегодня мы попробуем в несвойственную нам историософию. Поговорим о том, как правые диктатуры понимают историческое время и куда их приводит это понимание. Для примера возьмем самую известную, самую хрестоматийную диктатуру 20 века – нацистскую Германию. Но перед тем, как начнем, мы вчера делали некоммерческую интеграцию волонтерского центра помощи беженцам в Риге. Давайте посмотрим Иру, которая им управляет, которой, кстати, 13 лет, я не перестаю поражаться, что в итоге вышло из вашей помощи. Ребята, всем привет! Подключаюсь к вам с очень хорошими новостями. С ролика Максима про наш пункт волонтерский в Риге на автовокзале вы нам задонатили более 27 тысяч евро. Это просто офигеть. Это нереальные деньги. Мы теперь сможем купить и бусик, чтобы развозить людей, и арендовать помещение, чтобы люди могли брать теплые вещи, так как сейчас очень холодно. Прежде всего, спасибо Максиму и его команде за этот прекрасный видеоролик, а потом спасибо и вам, дорогие зрители, за то, что так тепло нас поддержали, потому что это правда, это просто... У меня нету слов, как это описать, насколько это круто. Спасибо, слава Украине! Ну все, давайте начинать нашу сегодняшнюю историософию. Диктатуры левого толка обычно строят свою идеологию на образе будущего. В этом их сила и притягательность, и в этом секрет живучести. Все потому, что коммунистические режимы продают заманчивую картину прекрасной жизни в будущем, где будет, например, всеобщее братство, справедливость и изобилие. Картина будущего выступает в роли такой морковки, которая размахивают перед носом у населения. Народ идет за этой морковкой вперед. Дотянуться до нее невозможно, но двигаться за недостижимой целью можно очень долго. У правых диктатур все наоборот. Для фашистских режимов 20 века центральной идеей было не построение будущего, а реставрация некого правильного прошлого. Для Бенито Муссолини образцом был Древний Рим. Франциско Франко видел идеал в старой доброй католической Испании. У Адольфа Гитлера взгляды были более эклектичные. Что-то он брал у древних римлян, вот эти вот имперские орлы, римское приветствие, культ физической силы и античного вида архитектуры. Вместе с тем настоящим героем для нацистов был вождь древнегерманского племени варваров Арминий, который как раз-таки громил римские легионы. В этот винегрет были досыпаны еще военные традиции и духовные скрепы Пруссии времен Фридриха Великого, которого Гитлер просто обожал. Добавив к набору ингредиентов щепотки мистицизма и оккультизма, новый немецкий вождь приготовил концепт Великогерманского рейха германской нации. Именно так должна была, по задумке Гитлера, именоваться Германия после своей обязательной победы во Второй мировой войне. Это название, в свою очередь, было прямой калькой с самоназвания Священной Римской империи германской нации, существовавшей на территории Германии в Средневековье и Новое время. Строго говоря, Гитлер планировал военным путем вернуть прошлое, которого в реальности никогда не существовало. Словно гоголевский Плюшкин, он тащил в свой миф о великом прошлом все, что нравилось лично ему.
Что-то от древних римлян, что-то от варваров, что-то от Средневековья, что-то от Фридриха Великого. Вся эта сложная мешанина укладывалась в простую формулу: «Возвратим славные времена». Профессор Берлинского университета Мартин Забров перечисляет ключевые понятия Третьего Рейха. Вот эти характерные слова: восстановление, возрождение, пробуждение, воскресение и реставрация. Кстати, само словосочетание «Третий Рейх» — это тоже попытка найти опору в прошлом. Были, дескать, два великих рейха — Священная Римская империя и Кайзеровская Германия. Ну да, оба развалились из-за всяких негодяев. Зато у нас теперь будет Третий Рейх. Начнем войну, поквитаемся со всеми нашими обидчиками, припомним им все наши обиды со времен Средневековья, и будет у нас большой и красивый Великий Германский Рейх с Орднунгом и арийцами. Причем представление о том, каким вообще должен быть этот Великий Германский Рейх германской нации, у нацистов были до смешного абстрактными, неопределенными и противоречивыми. Соратники Гитлера рисовали картины некой расово чистой консервативной утопии максимально широкими мазками, и у всех образ будущего немецкого мира получался по-разному. Сам же Адольф Гитлер вообще не видел будущего за пределами собственной жизни. Он был ипохондриком и не думал, что проживет очень уж долго. Потому и спешил как можно скорее поквитаться с обидчиками. А потом будь что будет. Дальше мы поговорим о том, кто обидел Гитлера. Но сначала, как урбанист, не могу не отметить внезапно на полях одну интересную подробность. В фашистских режимах помешанность на истории и традициях вот совсем никак не мешала совершенно по-варварски относиться к собственному историческому наследию. Гитлер собирался снести Берлин со всей его бесценной архитектурой и построить на этом месте новый город под названием «Столица мира Германия». Проект будущей столицы был единственным планом фюрера на будущее, который имел конкретную проработку и внятные очертания. А друг Гитлера, Бенито Муссолини, уничтожал в Риме целые кварталы с церквями, монастырями и домами художников эпохи Возрождения. Гитлер и Муссолини заложили очень специфическое правило. Чем громче диктатор кричит об исторической памяти, традиционных ценностях и защите родной культуры, тем больше культурных и исторических памятников он уничтожит. Так кто же таки обидел Гитлера? Внутренние противоречия гитлеризма не ограничивались отношением фюрера к историческому наследию. Взгляды Гитлера сочетали в себе две противоположные установки. Мы одновременно самая великая и самая обиженная нация на Земле. Одна часть национальной обиды была, так сказать, направлена внутрь. Дескать, из-за внутренних предателей в 18 году окончила свой путь кайзеровская Германия. Начались лихие 20-е, Веймарская республика с ее тяжелыми экономическими кризисами и ее парламентской демократией и какими-то там выборами. Для Адольфа Гитлера это было время грехопадения и упадка Германии. А он, новый национальный лидер, пришел, чтобы исправить все то, что наворотили его, значит, непосредственные предшественники. Как именно исправить? Уничтожить врагов народа и вернуться к правильным истокам. Разумеется, немецкий народ страшно обидели и государство-победители Первой мировой. Они воспользовались слабостью Германии, купили предателей внутри страны и навязали ей свою волю после победы в войне. Поэтому задача фюрера германской нации – избавить свой народ от кабалы Запада. Надо сказать, западные державы по итогам Первой мировой войны действительно принудили Германию к чрезвычайно унизительным для нее условиям Версальского мира. Но, взяв эту крупицу правды, Гитлер далее наградил столько отборнейшей ахинеей, что эта бредовая картина мира его и погубила. Диктаторские режимы, построенные на демагогии, зачастую сложны для исследования. Потому что во всей этой демагогической риторике можно потонуть, так и не разобравшись, а что, собственно, этот диктатор хотел. Он выступал часто и обещал очень много. Обещал благосостояние для всех, обещал вернуть утраченные по Версальскому договору земли, квартиронанимателям обещал снизить квартирную плату, домохозяевам повысить квартирную плату, владельцам универсальных магазинов обещал уничтожить конкурентов, а мелким лавочникам уничтожить универсальные магазины. Вообще он не скупился на обещания. Однако в судьбоносный час Адольф Гитлер собрался и сам собрал свои бредни воедино, в своего рода краткий конспект. Как мы знаем, Гитлер подписал себе смертный приговор, когда решил, что ему понадобится не более 5 месяцев для захвата целого СССР. Так вот, все, что накопилось в воспаленном сознании фюрера за время пребывания у власти, он изложил в своем обращении к немецким солдатам 22 июня 1941 года. Что же было сказано?
В первой части длинной и пространной речи не было ни слова о Советском Союзе. Гитлер начал с Англии. Англия, значит, веками мешала возрождению Европы. Англия бесчестно воевала против Испании и Нидерландов. И с Францией англичане тоже поступали очень плохо. Вы спросите, а при чем здесь нападение на СССР? Ну, то это вы спросите. А немецкие солдаты внимательно слушали и не спрашивали. Далее Гитлер, разумеется, перешел к проблеме унижения Германии в 1918 году. Правда, по-прежнему оставалось непонятно, каким боком тут СССР. Советская Россия в Парижской мирной конференции не участвовала, а в 20-е годы была с Германией очень дружна. А еще какой-то там французский политик когда-то что-то там брякнул, что в Германии живут лишние 20 миллионов человек, и от этого излишка следует избавиться. Что за политик такое сказал, Гитлер не уточнил. Как и то, при чем тут вообще нападение на Советский Союз? Разумеется, не обошлось без рассказов об ужасающих страданиях этнических немцев за рубежом. Всех этих соотечественников, некоторые из которых даже имели германское гражданство, следовало спасать. Потом в своей речи Гитлер начал ругать Черчилля, как будто именно Уинстон Черчилль сидит в Кремле. И только лишь выставив полный счет Англии, где-то к середине текста фюрер наконец перешел к основной теме, чего ему, собственно, нужно от СССР и зачем на него надо нападать. Тут стандартная риторика агрессивного диктатора. Берлин всегда хотел исключительно мира, он раз за разом вежливо уступал Москве, Германия долго и покорно терпела от русских оскорблений и хамства. В силу своего благородства Гитлер не отвечал злом на причиненные немцам обиды, ведь мир важнее всего. Годами Германия себе в ущерб проявляла чудеса выдержки, но Советский Союз никогда не ценил германского великодушия. Это я сейчас все очень коротко пересказал. Полный текст обращения Гитлера — это десятки минут говорильни. Ну а в конце там закономерный вывод. Гитлер показал немецким солдатам, откуда готовилось нападение. Специально для этого он даже придумал несуществующие 160 советских дивизий, готовых вот-вот перейти границу. В общем, Гитлер был вынужден нанести упреждающий удар. У него не было другого выбора. Причем у немецкого лидера, оказывается, нет никаких предубеждений против народов, населяющих СССР. Его задача – война не против простых граждан, а против нацистов и наркоманов. Извините, это он сам же нацист. Против большевиков и евреев, которые засели, значит, в Кремле. Гитлер с 1933 по 1941 год, все эти 8 лет, пытался с ними договориться, но ничего не вышло. Теперь, чтобы защитить Германию, ему приходится начать... Нет, не войну, специальную операцию. Поход на восток. Ничего не поделаешь. Вот как-то так говорил Гитлер. Вернем золотое прошлое, отомстим за все обиды, возьмем Москву за 5 месяцев. Как говорится, любые совпадения случайны. Итог авантюры, все вы знаете, проходили на уроках истории. Немецкий историк Франк Лотер Кролл написал работу под названием «Фактор будущего в картине истории Гитлера». В ней он отмечает, что интерес к вопросам, касающимся будущего Германии, у фюрера был сугубо вторичным. Национальный лидер смотрел в первую очередь в прошлое и оттуда черпал и вдохновение, и собственную легитимность. Там в прошлом было и утраченное величие, и целый ворох накопившихся обид, которые фюрер старательно реставрировал, а потом обещал удовлетворить. Гитлер долго шел спиной вперед, глядя строго назад. До поры до времени шел очень уверенно, потому что европейским державам не хватало сил и решимости ему что-то противопоставить. Однако тот, кто ходит задом наперед, рано или поздно напорится на препятствие, перешагнуть через которое уже не сумеет. До завтра.